Реклама однозначно работает. Когда человек приходит на перманентный макияж, бизнес только начинается. Выглядит как внедрение какого-то агента под прикрытием. Перманентный макияж за 3000 вместо 6. И таргетолог такой, Ни в коем случае никогда не продаю перманент, я продаю следующий, второй шаг. Купи за эти 3000 рублей. И значит, всю индустрию мы сейчас утопим в говне. Всем привет, мы на канале Hanafi Colors Pigments, меня зовут Елизавета, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Малевич, гуру маркетинга в сфере перманентного макияжа. Дима, привет! Привет. Очень рада тебя здесь сегодня видеть. У нас с тобой достаточно интересная тема. Это как мастеру перманентного макияжа выйти на более высокий доход, получать больше клиентов, как развивать вообще свой маркетинг, стратегию, как вообще существовать мастеру, который хочет работать сам на себя. Давай подробнее сегодня об этом поговорим, потому что, мне кажется, это та тема, которая волнует очень большое количество мастеров. Да, уверен, всех волнует. Меня самого волнует очень сильно. Давай немножечко начнем издалека. Я знаю, что ты пришел в сферу перманентного макияжа из такого достаточно твердого бизнеса. И как произошел вот этот вот трансформационный путь, в какой момент ты вообще и узнал о сфере, и, что самое главное, решил в нее перейти? Я лет с 14 начал зарабатывать деньги. Сначала руками, потом понял, что руками это не очень эффективно, и головой. 18 лет уже как строю. То есть я серийный предприниматель, строю бизнес, нанимаю людей, вот это вот все. Сейчас туда углубляться не буду. Как я к этому пришел? Значит, помимо того, что я серийный предприниматель, шарю в маркетинге, в таргетинге, во всей этой движухе, сегодня вы это поймете точно. Я еще и делаю татуировки, я прям обожаю это дело. Год работал татуировщиком в Норвегии, знаю, как пигмент проникает под кожу. Я познакомился со своей женой. Моя жена мастер перманентного макияжа, и я втрескался в нее по уши, и вот хотел как-то ее впечатлить. У нее ценник был 7000 рублей, я такой в грудь бью, сейчас я, значит, маркетолог, сейчас я тебе все настрою здесь, все этот. И у меня ничего не получалось. И я такой, тогда еще ВКонтакте, это было 6-7 лет назад, там, доброе утро, подписчики, там, фотографии с чашечкой кофе, вот такую всякую лабуду. Ничего не происходило, от слова совсем, пока я не осознал, что нужно. Там съездил в очередной раз в Норвегию, месяцок поработал, вернулся, трезвый мозг. Я понял, что нужно все нахрен удалить и заново сделать. И просто сделал ей нормальное портфолио, и все поперло. С 7 до 9 тысяч, с 9 до 12, с 12 до 15. Вот у нее ценник 15 тысяч на процедуру. Записи на 2 месяца вперед. Работы как были, так и остались. Нормальные, хорошие работы. Просто ценник 15 тысяч и еще больше клиентов. И все. И как-то понеслось. Я тогда сделал блог ВКонтакте. Начал просто описывать все, как я чего делал. Собралось очень много людей. И как бы они сами, давай, может быть, там нам поможешь как-то, все. И понеслось. Вот уже 7 лет, как я занимаюсь, 6 прям активно я занимаюсь обучением, помогаю мастерам перманентного макияжа зарабатывать больше бабок. Больше я ничем не занимаюсь. Поэтому, вот знаешь, как обезьяну можно научить там играть на гитаре. Так вот, если человека можно научить делать перманент за 6 лет, я не знаю, кем нужно быть, чтобы 6 лет долбить в одну точку, вот просто постоянные каздевы, ты созваниваешься с мастером, спрашиваешь, что ты сделала и почему у тебя получилось, а что ты сделала и что у тебя не получилось. И вот так вот 6 лет в этой кухне варишься, там 500 прямых эфиров с ответами на вопросы. И просто невозможно не стать в этом экспертом, и чтобы это не такая уж серьезная, это не астрофизика, скажем так, просто маркетинг перманентного макияжа. Вот сейчас, конечно, жена уже не работает. Нафиг ей не надо уже гнуть свою спину, когда я так много зарабатываю. Подпись «Идеальный мужчина». Наверное. По версии моей мамы. И по версии жены. И по версии жены, по версии жены. Слушай, получается, вот ты говоришь, что методом проб и ошибок, то есть у тебя были инструменты классического маркетинга, к которым ты привык, и ты потихонечку адаптировал их под сферу перманентного макияжа. Правильно я понимаю, что есть какие-то отличительные моменты, которые, допустим, были в бизнесе до и именно в сфере перманента? Конечно. И сфера меняется, и поэтому маркетинг меняется. 5-6 лет назад достаточно было просто поменять упаковку. Вот действительно, если 10 лет назад
перманентный макияж, тебе нужно было просто быть мастером, и у тебя уже была более-менее очередь. Не было еще тогда толком социальных сетей. 5-6 лет назад достаточно было просто более-менее нормальное вылизанное портфолио, как-то там таргет запустил правой ногой, и оно бы уже все поперло, грамотные тексты. То сейчас, когда, что тут говорить, нормальная конкуренция уже, бум обучений, бум новых мастеров, просто вылезать фотографии не получится. Тем более, что тренд на визуал на самом деле задают не перманентщики, а задают именно те, кто делает мейкап. Просто вот они там такие рилсы фигачат, такой контент выпуливают, что сейчас есть ретушеры за 200 рублей обрабатывают фотографию. Недостаточно просто обработать фотографию, и как бы сразу у тебя очередь с клиентом. Да, маркетинг меняется. Плюс, конечно, услуга сложная. Продавать ее нужно долго. Показал в лоб рекламу и сразу купили. Ну, так себе вопрос. Во всяком случае, сейчас. 5 лет назад было гораздо проще. Ну и тоже есть. Можно и в лоб продавать рекламу, и тоже будут покупать. Особенно если дорогой чек, ты можешь прям на рекламе показывать перманентный макияж, фотография до-после и писать цену 20 тысяч рублей. И просто будут падать заявки уже, которым не нужно, ну, которые видят ценник, они уже им продавать по-другому. Ну, здесь действительно, во-первых, вопрос, что с каждым годом тяжелее. Мне кажется, так в любой сфере, если, как ты говоришь, 5 лет назад было достаточно там что-то показать, и у тебя покупали, то сейчас, конечно, ты уже думаешь о клиентском сервисе и о том, как ты сам упакован как специалист, и наверняка о том же личном бренде, да, кто я, как я, хотят ли ко мне прийти за услугой или хотят к другому прийти за услугой. На чем базируется твое обучение? Вот, предположим, я прихожу к тебе как начинающий мастер перманентного макияжа, который не знает еще ничего. С начинающими я не работаю. С начинающими ты не работаешь. Принципиальная позиция, потому что вот об этом я тоже говорю у себя. Блок позиционирования. Нужно понять свою целевую аудиторию. Моя целевая аудитория не начинающие мастера, очень просто. Если ты прошел базовый курс, то ты еще нифига не мастер. 8 из 10, скорее всего, и не станут этими мастерами. То есть, ну там, грубо говоря, вот 6 из 10 это точно не станут мастерами. И поэтому, если человек только прошел базовый курс и приходит ко мне, ну, я с ним просто не работаю. Я работаю с теми, кто уже действующий мастер, у кто уже не задает вопросы, а как мне вот, какой вольтаж выставить, какой вылет иглы, чтобы почему у меня пигмент не входит. Нет, они это уже поняли. Им самый главный вопрос, как заработать бабок. Есть несколько основных столпов таких стратегий, на которые я опираюсь в своем подходе. То есть очень много людей, каждый по-своему делает. Ну вот, мой подход дает результат. Я обучил 7 тысяч мастеров, у меня 1000 отзывов. Я иду через стратегию повышения цен. То есть регулярно, несмотря ни на что, минимум 2 раза в год ты должен поднимать цены, а лучше 4 раза в год, то есть раз в квартал. И здесь, конечно же, иду против рынка, потому что у подавляющего большинства это стратегия демпинга. Через стратегию повышения цен. Забыл вопрос еще раз, как я... через стратегию повышения цен. Основной, как бы, когда ты повышаешь ценник, люди, естественно, старые клиенты отваливаются, когда ты резко за 4 раза за год повышаешь ценник на нормальный прайс. Но чтобы сделать так, чтобы минимум процент отваливался, я иду через вау-сервис. То есть как сделать такой сервис, чтобы человек аж в конвульсиях бился на кушетке от счастья. Показатель вау-сервиса есть 2 пункта. Первый — это если клиент к тебе лезет обниматься после процедуры, значит, у тебя вау-сервис. Если он плачет от счастья, значит, вау-сервис. Если этого нет, спасибо, пожалуйста. Ну, может быть, это вау-сервис, но просто в какой-то другой стране. То есть у меня много иностранцев, там, например, в Англии покер-фейс, непонятно, типа понравилось ей, не понравилось. У нас в России все понятно. То есть она обнимается, если это вау-сервис. Если не вау, не обнимается. Вот. И тогда человек должен уйти после процедуры с чувством, что она не доплатила. Вот тогда ты повышаешь ценник и зовешь ее на процедуру через год, и она такая, ну понятно, что ценник выше. Я знала, что... Потому что сразу было как-то, ну что-то слишком дешево. Такого быть не должно. И они возвращаются. Вот, естественно, это маркетинг. Маркетинг, у него есть 5000 определений. Мне нравится определение моего учителя. Это привлечение, удержание и возврат клиентов. Вот, отдельно есть инструменты маркетинга, и отдельно есть инструменты продаж. Вот продажи — это то, когда мы уже привлекли клиенту, как мы ему продаем.
Вот этому я и обучаю. Привлечение, удержание, возврат и как продавать. Когда человек спрашивает, сколько стоит, ему отвечают 5000 рублей. Спасибо, я подумаю. Ребята, это не продажа. Вообще, это лютая халтура вообще. Это не называется продажей. Ни разу. Это как отрубить головы за такие продажи, да? Ну, как минимум, они почему-то думают, что они продают, но они называют цену. Смысл тогда вообще, то есть просто указываете везде ценник и все, не мучите людей. Зачем лишний раз вот эту точку касания, чтобы они писали, спрашивали цену? Ну да, продажи — это такой более интересный процесс. Я бы даже его сравнила с чем-то, например, свидание, да, что оно чем-то начинается, идет какой-то процесс и чем-то заканчивается. И то, как ведет человек эту продажу, эту встречу, оно, конечно, всегда определяет результат. Я хочу вернуться немного назад, да, получается, ты сказал, что не работаешь с новичками, что недостаточно закончить базовый курс. С какой точки мастер может к тебе обратиться? Какой у него должен быть опыт, стаж или что-то такое? Мгм. Ну, где-то, в принципе, вот здесь вот, конечно, у всех по-разному. Кто-то реально за 3 месяца уже собирает себе такое портфолио, у которой там и за год у других нету. Но вот она прям старается, она вылезет, она каждый день там, иди ко мне, по 6 моделей там берет. И поэтому здесь очень, ну, и видно по работам, просто видно по работам, что она за 3 месяца поняла вот эту тему. Сейчас это не так, как 6 лет назад, когда научали там, татуировки. Сейчас есть беспроводные машинки, нету вибрации, есть картриджи, есть классные пигменты, которые все там прогнозируемый результат. Поэтому сейчас научиться не нужно так много времени, как раньше. Все индивидуально. Прохожу, каждый заполняет анкету. Я могу отказывать на интуиции. То есть у меня есть правило в клубе, например, что у нас нет нытья, нет обсиралова. Если я по интуиции вижу, что там прям королева, и у нее на аватарке она в короне, могу просто сказать, извините, как бы нет. Потому что самое главное, почему люди приходят к результату в деньгах, это не столько знание маркетинга и продаж, сколько правильное окружение, примеры для моделирования, вот это вот вся движуха, когда все вместе идут к цели без нытья. Ну просто есть инструмент, я его внедряю, я получаю результат. Если как-то я там что-то это посмотрела, давайте мне следующее видео, результата не будет, мне такие не нужны просто. Я удаляю из клуба за обучение вообще запросто. Угу. Ты сейчас затронул тему клуба, пока она звучит достаточно загадочно. Давай немножко подробнее, что это за продукт. Я так понимаю, что он ориентирован как раз на мастеров перманентного макияжа, и в этом клубе они могут повышать свои навыки и как раз-таки расти. Все правильно? Все правильно. Исключительно для мастеров перманентного макияжа. Я не совсем уверен, что каждый человек может за месяц превратиться из мастера перманента в предпринимателя. То есть, который обладает навыками и продаж, и маркетинга, и удержания, вот этим всем огромным базовым знанием. Поэтому клуб — это обучение в долгую. Это обучение, где люди обучаются, как стать предпринимателем и зарабатывать бабло в течение года. И у меня принципиальная позиция, что я не беру деньги за весь год вперед. Мне кажется, это нечестно. Человек заплатил, сам потом передумал, не хочет учиться, он там как мертвый балласт вообще. Поэтому каждый месяц человек принимает решение. Если ему интересно, если здесь есть действительно польза вот в этом продукте, то он остается, он продолжает платить, он продолжает смотреть уроки, там, делает результаты, все. Неинтересно, передумал, поучился 2-3 месяца, все, до свидания. Кроме того, первый месяц человек приходит в клуб. Если он за первый месяц понимает, что это не его, вот просто рожа моя не нравится, как я говорю, там он рассчитывал одно, а здесь совершенно другое. 100% возврат денег без объяснения причин, месяц получилось, пожалуйста, деньги твои. То есть здесь предложение, от которого невозможно отказаться. Хочешь больше бабок, это ко мне. То есть у меня нет задачи там казаться мягким и пушистым, каждого гладить по голове, там все будет хорошо. Не, подними жопу, делай. Вот тебе урок, вот тебе задача, просто домашка сделала, все, точно будет результат. И чем мне нравится годовое обучение, потому что каждому нужно свое. Тебе, предположим, нужно подправить позиционирование, там, как сторисы пилить и так далее. А кому-то другому все, что нужно, это просто научиться допродавать вторую зону. Или все, что нужно, это просто сделать так, чтобы клиенты возвращались через год. Вот 10 клиентов она сделала, 10 клиентов вернулись через год. Она только этот урок посмотрела, и все. 4 урока в месяц, 52 урока в году. Вот она один посмотрела, и она может отбить обучение в клубе все за все время. И чтобы понять, кому какой урок нужен, в клубе 1000 мастеров перманента
Вот за весь год что-то тебе точно пробьет вот эту вот планку, и ты выстрелишь. В всяком случае, отзывы так говорят. Звучит на самом деле достаточно заманчиво, потому что когда тебе говорят, что ты придешь ко мне, и ты точно со мной заработаешь денег, это очень соблазнительно, мне кажется, в любой сфере, с учетом того, что здесь целенаправленно, то есть не общие какие-то маркетинговые стратегии, а конкретно под перманентный макияж, адресно, то достаточно такая большая забота в этом чувствуется. И ты знаешь, хочется задать вопрос, что ты говоришь, что между мастером и предпринимателем огромная разница. Ну, к тебе, естественно, приходят мастера, которые еще на уровне «я просто мастер». Вот что этого человека отделяет до уровня предпринимателя? То есть какие шаги вы проходите, чтобы он стал именно мастером-предпринимателем, который хорошо зарабатывает? Поменять картину мира. То есть ко мне приходят и предприниматели. То есть там же у нас есть, внутри клуба есть еще один клуб. Если ты зарабатываешь больше 500 тысяч рублей, то ты автоматом помещаешься в некий чатик, там сейчас 150 человек, кто делает больше 500. А отделяет его майндсет, то есть свое мышление мира. Первое, это нужно рисковать. Предприниматель, он по-любому рискует, чтобы расти, внедрять какой-то новый инструмент, делать все по-новому. Второе, это навык делегирования. Рано или поздно ты просто в это упрешься однозначно. Даже если ты вот сейчас работаешь на себя, все у тебя круто, хорошо зарабатываешь, но ты упахиваешься как лошадь, но ты не совсем предприниматель. Ну, то есть ты на таком уровне мастера. Даже если ты возьмешь какого-нибудь удаленного администратора, который будет за тебя разгребать все эти сообщения, там всех дожимать, вести клиентов, это уже будет огромный прогресс. Вот. Навык управления деньгами, конечно же, навык вообще построения систем, хотя бы в голове, понимание, что такое продажи, что такое маркетинг, какой он бывает, там, перформанс-маркетинг, брендинг и так далее. То есть вот понимание, что такое реклама, рычаги. То есть очень огромный пласт знаний, который нужно поместить в голову через практику. Вот, то есть ты смотришь урок, осознание, сделала домашнее задание, так вот оно как. И меняешься, транслируешься. Ну, такой достаточно большой путь, потому что даже уже много чего прозвучало там и про позиционирование, и про рекламу. И такой тоже тебе вопрос насущный. Реклама. Очень такой своеобразный инструмент. Одни говорят, работают, другие говорят, вообще не работает. И ты как маркетолог, который много работает с мастерами, в чем ключевые ошибки у тех, у кого не работает, а в чем, не знаю, может быть, какой-то секрет успеха у тех, у кого получилось? Потому что эти два лагеря, они существуют на равных, и хочется как-то примирить, разделить или, может быть, дать какую-то подсказку, куда вообще двигаться. Подсказка. Реклама не может не работать. Физически это невозможно. Точно так же, как солнце всходит каждое утро, это просто факт твердый, вот он, твердый. Реклама однозначно работает. Ты просто платишь деньги за то, чтобы целевая аудитория увидела твое сообщение. Если она увидела сообщение, цепляет, человек кликает на это сообщение, переходит на твою посадочную страницу. Все. Если он перешел, значит реклама сработала. И как можно говорить, что реклама не работает, если, например, у меня есть 10 тысяч женщин в возрасте 35-45 лет, я делаю по 1000 показов рекламного объявления на каждую из них, рано или поздно она все равно кликнет, рано или поздно действие произойдет. Почему не работает? Не работает, во-первых, потому что человек не готов, то есть, наверное, вот так вот. Сначала нужно принять тот факт, что реклама — это прям рычаг, который может полностью изменить бизнес. Если я сегодня этот рычаг запускаю, и у меня сегодня 30 заявок, сколько стоит перманентный макияж, просто вопрос, не значит, что куплю. Реклама должна заинтересовать человека, а не так, чтобы он принес деньги в кассу. То я сегодня могу изменить свой бизнес. Я могу больше денег в рекламу, у меня 60 заявок, еще больше денег в рекламу, у меня может быть 100 заявок в день. Но если я не умею продавать, например, то смысл от того, что 60 человек мне спросят, сколько стоит перманентный макияж, я им скажу 5000 рублей, спасибо, я подумаю. Потому что продажа, это нужно сначала изучать продажи. Есть пятишаговый, то есть 2000 лет, за 2000 лет никто ничего в продажах другого, нового не выдумывает. Там пятишаговая система продаж есть, по ней все работает. Первое, я научился продавать.
Второе, я подготовил правильную посадочную страницу. В нашем случае, если Инстаграм — это портфолио, куда человек приходит и его засасывает по воронке продаж к следующему действию. То есть задача страницы мастера Инстаграм — не продать перманентный макияж. Задача страницы по моей вот технологии, которая работает, повышение цен, задача страницы, чтобы человек, который заинтересовался, сделал следующий шаг, а именно начал с тобой диалог. Вот. То есть я могу нарисовать. Давай, Короче, порисуем. давай порисуем. Я даже не знаю, с чего начать здесь. Наверное, мы можем... Просто реклама — это такой путь, к которому люди приходят, наверное, на 3-й, на 4-й модуль. Ну ладно. 2 вопроса. Первое, почему реклама не работает? Первое, потому что не понимают цели рекламы, не подготовились к этой рекламе. Во-вторых, потому что не понимают, как оно вообще устроено. Сейчас я на пальцах обрисую, что такое таргет. У нас есть таргетированная реклама и контекстная реклама. Таргетированная — это, предположим, в Инстаграм либо ВКонтакте. Человек не вводит перманентный макияж запрос, он просто как бы ищет, смотрит, ему показывается твоя реклама. Контекстная, когда он ввел прям в Гугле перманентный макияж Уфа, вылезла страница. Мы можем начать с того и с того, но, предположим, таргетированный. Короче, ладно, все, поехали. У нас есть, начинается реклама, начинается работа с портретов целевой аудитории. Вот это у нас ЦА, целевая аудитория. Вот у нас разные целевые аудитории. Первая, предположим, это мамочка. Я мамочка, у меня, значит, 2 детей, и у меня цель от перманентного макияжа, чтобы я могла спать на полчаса дольше. Вторая целевая аудитория, предположим, я фитоняша. Я так, кто занимаюсь фитнесом, у меня здесь грудь прокачанная, все такие руки, значит. Я фитнесом занимаюсь, я потею постоянно. Я в зале потею, я в бассейне. Моя задача, чтобы перманент решил, чтобы я могла качаться 5 дней в неделю, и у меня там все было нормально. Третье, это там, предположим, какая-нибудь в строгом костюме, это бизнес-вумен. Бизнес-вумен, которая зарабатывает до хрена бабок. Если мы ей покажем рекламу перманентный макияж за 3000 вместо 6, то она туда не пойдет принципиально. Бизнес-вумен ей для статуса, ей натуральность, она может купить перманент за 200 тысяч рублей. Третье, там еще кто-то, и вот так вот. Мы выписываем сначала все целевые аудитории, которые у нас есть. Мы просто берем и делим. И основная задача даже вот здесь вот, когда таргетолог приходит, ниша сложная, а мастер перманента не дает никаких вводных данных. Мастер перманента говорит: я девочка, я хочу платье, просто настрой мне рекламу, мне нужны клиенты. И таргетолог: хорошо, я настрою. То есть и ничего не срабатывает. И что-то он там настраивает, потому что ни мастер не может сказать, какие, да, проблемы у ее целевой аудитории, как вообще найти, и таргетолог впервые видит эту нишу и не может Таргетолог ничего подсказать. начинает гуглить, и после того, как гуглит, он все равно там... Короче, ну вот мы идем дальше. Предположим, мы берем под каждую целевую аудиторию, дальше мы тестируем гипотезы, правильно? Под вот эту целевую аудиторию мы выбираем мамочек, предположим, и мы делаем несколько гипотез. Первое, мы там мамочек делим по возрасту. Предположим, пускай там, даже если это будет не мамочка, вот здесь вот целевая аудитория, например, это будут женщины, да, там 60 плюс бальзаковского возраста. Для них мы тоже будем показывать совершенно другую рекламу. Для тех, у кого там перекрытие, старые брови, для них мы тоже будем показывать совершенную рекламу. Получается, что у нас уже на базе целевой аудитории каждому разные. Мамочки. Мы их поделили. У кого-то 1 ребенок, у кого-то 2 ребенка, у кого-то есть денег, у кого-то нет, по геолокации и так далее. Мы можем вот этой вот мамочке написать прям так же в тексте, протестировать рекламное объявление, сделать здесь фотографию мамы, не даже без перманентного макияжа, просто будет мама и 2 детей. И здесь в заголовке мы можем написать: ты мамочка с города Краснодара и у тебя 2 детей, вот волшебный секрет, лайфхак, как спать на 30 минут дольше. 30 минут дольше. Здесь другое объявление. Мы тестируем совершенно другую гипотезу. Мы показываем мамочку, но мы показываем фотографию там, даже без перманента, опять же, говорим: волшебная кнопка. Если ты мамочка из города Краснодара, у тебя 2 детей и все в таком духе, как сделать так, чтобы мужик тебя заново любил? Просто вот супер, он даже ночью просыпается, начинает тебя целовать, там все, потому что не понимает, что с тобой произошло. Третья аудитория, предположим, это те мамочки, которые только-только
у них, знаете, вот дорвалось, когда ей ничего нельзя было, кормление грудью, беременность, ничего нельзя с собой делать, ни уходовые процедуры, ничего. А сейчас она дорвалась и сказали, можно. И она такая, все, я и губы уколю, и перманент, и все. И мы вот ей показываем так в объявлении. Мы говорим, ты мамочка, которой теперь можно делать, начинать нужно только с перманентного макияжа. И мы опять же, это все называется гипотеза. То есть, когда таргетолог берет отдельную целевую аудиторию, под целевые аудитории тестирует разные гипотезы, потом он берет, например, вот эту гипотезу, она там более-менее выстрелила, сработала, и он под нее опять делает несколько вариантов объявлений. Он здесь уже не мамочку с детьми, он сделает фотографию до-после бровей, он показывает фотографию мастера с машинкой, он показывает еще. Потом он смотрит, ага, из вот этих вот 3 картинок, которые я протестировал, вот это работает лучше всего. Дальше он начинает тестировать тексты. Он берет и вот этот вот заголовок меняет. Он делает 3-5 одинаковых объявлений, но меняет у всех заголовки и смотрит. Здесь заголовок сработал лучше, опять докручивает его. Здесь призыв к действию сработал лучше, опять докручивает его. И тестирует. Это не делается за один день. То есть нужно вычленить вот эти вот все целевые аудитории, и это никак не делается, ну вот так вот, когда мастер перманента, ошибка его непонимания, как устроена реклама, это первое. И она ему не дает базовые какие-то инструменты. Базовые инструменты, которые я даю вообще, и которые мастер перманента, я за него просто сделаю эту работу, у нас есть, вот для вот этого таргетолога 3 файла мы даем. Первое, это PDF-ка, что такое перманентный макияж. Вот тупо, я таргетолог, я не шарю в перманенте, я начинаю в гугле все это вводить, одно и то же. Просто вот одно и то же написано для обывателя, какая-то информация, как перманент тебе поможет. Мы должны дать таргетологу полный список, что такое межресничка, что такое вообще, чем она отличается от стрелки, стрелка с растушевкой, есть брови микроблейдинг, есть вот это, вот посмотри в ютубе такую-то инфу. И таргетолог такой, что мне с этим всем делать? Таргетолог прочитал, и он просто ставит теперь себя на место потребителя, чтобы как бы там... Второй файл, который мы ему должны дать, это боли. Потому что нельзя сделать классную рекламу, не зная, какую проблему решает перманентный макияж. Как правило, они делают так. Ты будешь спать на 30 минут дольше. Для всей целевой аудитории, во всех креативах, вот этот вот набор клише, который типа вот это панацея от всего. Но боли у нас 27. 27 это не выдуманные боли, а прям действительно те, которые решают перманент. Если это перещипыши, это одна боль. Если это асимметрия, это вторая боль. Если это у тебя выгоревшие реснички и нужна просто межресничка, это третья боль. И таких вот, их реально 27. Не высосанные из пальца, а те, которые можно тестировать в креативах. И потом у нас еще есть 29 страхов. Потому что когда, как правило, говоришь, какие страхи перед тем, как прийти на перманентный макияж, ну, как бы люди боятся синих бровей, люди боятся того, что будет больно. На самом деле страхов 29. Когда ты даешь таргетологу файлы, где ему говоришь, вот что такое перманент, вот какие боли он решает, вот какие страхи есть у клиентов, вот какая есть целевая аудитория, и вот тебе нормальный бюджет, не 5000 рублей, давай попробуем, а прям действительно нормальный бюджет на тесты. И я понимаю, как работать. То есть следующее, после того, как я дала, мне нужно понимание, как работает таргетолог. У нас какая в перманенте движуха, я просто люблю рисовать, вообще обожаю. Мне кажется, это очень здорово, это так наглядно, и сразу вроде какие-то картиночки появляются, и смотреть сразу интереснее. Я надеюсь, что всем понравится, а то я такой... Напишите в комментариях, как вам рисунки... Димы Малевича. Да, Димы Малевича. Фамилия говорящая, между прочим. У нас есть мастер перманента, который постоянно ищет клиентов. Специфика работы. Клиент пришел, и дай бог, чтобы вернется через год. Мне все время нужны клиенты. И я в этой парадигме живу с утра до ночи, день за днем, неделя за неделей просто. И когда я ищу таргетолога, мне кажется, что таргетолог, ну, он же как и я, он же зарабатывает деньги, и ему тоже нужны клиенты. Но это не так. Нормальный, хороший таргетолог, он может вести максимум 6 проектов, и все. То есть он взял себе, вот, например, мастера перманента, и он понимает, что помимо того, чтобы протестировать все эти креативы, есть еще такой момент, что они выгорают. То есть ты показываешь рекламу, она работает хорошо, но вот когда ты ее сделал 1000 показов, там уже все, ну неинтересно на нее смотреть. Он должен это отследить, переделать и так далее.
К чему я это все? Потому что если у него всего 6 клиентов и времени на тебя нет, а ты с таким подходом, что я здесь королева, я ему даю деньги, почему он мне не отвечает? Я ему написала, а он молчит, не отвечает. Или там, давай делай результат, результата нету, что в таком. Нужно просто поменять подход. Нормальный таргетолог, он говорит, я сейчас занят, когда освободится время, напишу. И дай бог, чтобы он написал там через месяц, говорит, время освободилось, хотите поработаем. И тогда отношение к нему, просто понимание уже совершенно другое. Вот тебе файлы, вот тебе бюджет, вот тебе этот. Если я выношу мозг, если я девочка, я хочу платье, не хочу ничего решать, просто сделай мне рекламу, я ничего не знаю. Тогда, конечно, можно сказать, что реклама не работает. Как правило, люди говорят, что реклама не работает с такой вот припиской. Я заплатила денег, прошел месяц, клиентов нет. Так вот, ребята, для того, чтобы этого не повторялось и реклама заработала, нужно вот с таргетологом, когда уйдет вот этот вот коннект, не ждать месяц, а должны итерации быть раз в неделю. Мы говорим, родной, все нормально, по понедельникам мы с тобой созванимся в зуме, ты просто говоришь, что ты сделал за прошлую неделю, что собираешься сделать за следующую. И все. Я не лезу, я не говорю, что там правильно или неправильно. Но если ты мне говоришь, что за следующую неделю я буду тестировать 30 новых гипотез, а мы встречаемся через неделю, ты говоришь, показываешь скриншот, ты говоришь, я протестировал одну. Но здесь какие-то вопросики. И таргетолог, и ты уже все понимаешь. Или если он говорит, что за неделю нужно тестировать одну гипотезу. Такая, ну хорошо, протестируем. Почему нам ее за день там не протестируем? Ну, вопросы сами возникают. Но если этого нет, если нету базовой какой-то гигиены понимания в рекламе, это одно. То есть одна глобальная часть, почему люди говорят, что реклама не работает, просто потому что нет понимания, как она должна работать, как контролировать подрядчика, какие бюджеты туда тратить, на какой город, через какие каналы. Вот так вот каналов, где можно рекламироваться, вообще все на Инстаграм, все только не заканчивается. Там 5000 каналов, как можно в интернете себя продвигать. И это только таргетированная реклама. Есть еще контекстная, когда люди прям перманентный макияж Уфа спрашивают запросы. И вторая большая часть проблемы, это когда человек после рекламы попадает к тебе в так называемую воронку продаж. Я думаю, здесь почти никто не знает, что такое воронка продаж. То есть, если это знают, или как у вас там рассказать? Конечно, давай рассмотрим, потому что ты точно знаешь, какие вопросы мастеров волнуют. Поэтому давай про воронку продаж. Давай, базовая вещь, воронка продаж. Придумал ее мистер Люмьер в 1700 каком-то году. Он просто заметил, что... Ладно, не буду так вот издалека заходить. Это более-менее похоже чуть-чуть на воронку. Почему похоже? Потому что она такая сужается. Знаете, вот как водичка туда льется и сужается. Вливается сверху очень много воды, а выливается такая тоненькая струйка. Вот это, по сути, воронка продаж. Сюда у тебя падают люди. Предположим, твое рекламное объявление. Почему я говорю про рекламное объявление, а не сарафанное радио? Однозначно, сарафан работает. На эту тему можно говорить часами по поводу сарафана. Прочитал все, которые есть книги на русском языке. Знаю систему, а не просто вот типа делай свою работу хорошо и сарафан подтянется. Это точно нужно делать. Нужно уметь работать с клиентами, нужно допродавать вторую зону. Все бабки это до продажи второй зоны. Вот там вот. И плюс еще удаление, плюс еще возврат через год. Потому что если просто клиент пришел, сделал процедуру, это нифига не бизнес, это так, это, блин, я не знаю как. В моей картине мира это не помещается. Предположим, 1000 человек увидело твое рекламное объявление. Из них там кликнуло 100, и 100 человек кликнуло и попало в твою воронку продаж. 100 человек сюда перешло. Вот эти вот они здесь, сотня, это те, которые перешли на твою страницу Инстаграм. Следующее действие, которое они должны сделать, это вот следующий этап. Предположим, 10 человек из них сделали какое-то действие. И вот здесь вот наша задача мастера перманента понять, чего я хочу от них. То есть, если я хочу, чтобы 100 человек кликнуло там по рекламе, перешло в мою страницу, и все 100 сразу купили у меня перманентный макияж, ну, наверное, им нужно сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Из разряда «Я чемпион мира, посмотрите мои титулы, все, я возьму там за 1000 рублей сегодня просто 2 человек». Предложение, от которого невозможно отказаться. Либо я вам еще заплачу, вызову такси бизнес-класса, там все, вы приедете, все. И такое тоже можно делать, при условии...
И здесь я хочу вернуться, что у нас стратегия повышения цен, а не демпинга. Да, но вот я могу и за бесплатно продавать перманент, если я умею допродавать вторую зону. Она ко мне пришла бесплатно на брови, но ушла с предоплатой на губы и стрелки, и еще приведет мне свою подругу, и все это заплатит по полной цене. То есть, мне сейчас пришла такая идея. Нередко мастера перманентного макияжа для того, чтобы как-то пополнить портфолио или потренироваться, также приглашают, допустим, там бесплатно модели, либо за расходники. И здесь как раз можно внедрить вот эту систему, что я тебе бесплатно сделала вот это, и тут же продать следующую услугу. Можно, но будет тяжеловато. То есть, если у тебя изначально ценность такая, и ты показываешь, что я чемпион, и у меня стоит 20 тысяч, но только сегодня, первым везунчиком это будет за 1000 или бесплатно, там можно допродавать. Если ты кричишь всему миру, у меня нету денег, нечего кушать вообще, я сделаю хоть кому бы что, продать будет тяжелее. Это позиционирование. Да. Человек переходит на следующий этап воронки, то есть важно просто понимание, моя задача как предпринимателя перетащить человека с этапа на этап, на следующий, не продать ему сразу перманент. И моя задача из тех 100, которые перешли в мою воронку, чтобы все 100 сделали следующее действие. Ну, по итогу предположим, что 10 из них сделают действие. И вот какое действие они должны сделать. Некоторые думают, что вот если человек ко мне перешел страницу, то действие, которое он должен сделать, это подписаться. Некоторые думают, что он должен купить. Некоторые думают, что еще там что-то. В моей картине мира, что человек должен сделать, перейти на следующий этап, который называется диалог. Это не продажа, это просто, чтобы он перешел из этапа зрителя в этап, когда мы с тобой начинаем коммуникацию. Все. Поэтому вот самый простой способ, как перетащить человека с этапа зрителя, я пришла в твою страницу, на этап как бы диалога, например, когда человек на тебя подписывается, мне нужно просто написать ему первый в директ. Все, и мы переходим на этап диалога. 100 человек на меня подписалось, и 100 человек я написала в директ, даже если они молчат, а в подавляющем большинстве случаев они будут молчать, в любом случае начался следующий этап. Предположим, я девочка, которая ищет себе мастер перманентного макияжа. Я смотрю, значит, на одну подписалась. Как я подписываю? Чтобы не потерять просто, чтобы не забыть. На одну подписалась, на вторую, на третью, на четвертую, на пятую. И только одна ответила мне в директ. Кому я больше вероятности, что верну? Здесь вопрос, что она мне прислала в директ. Если она написала «скидка за то, что подписались», это обесценивание услуги, это означает, что у тебя сразу была завышенная цена, это неправильный подход. Если я просто написала «спасибо, что подписались», там, если что, будут вопросы, пишите, то вперед как бы. Я такой, промолчала. Но когда я надумаю, я вот пойду к ней, просто потому что и начался диалог. То есть это, получается, эффективная стратегия, когда человек подписался, какую-то коммуникацию завести с ним самостоятельно, даже если он промолчал. 100% эффективная, 100% работает, но у нас есть шаблон поведения с детства, который вдалбливает «я девочка», а покупатель, он как будто бы мальчик. Из разряда, вот сама продажа такая, типа, что я буду писать первый? Типа, я не буду, я шлюха, что ли, что она обо мне подумает, что как будто бы я навязываюсь, нет, я такая королева, он сам должен ко мне прийти, он сам должен проявить, блин, и вот это вот выбить тяжелее всего, вот мы сейчас с тобой общаемся, да, я говорю, нужно писать первый, кто-нибудь будет писать первый? Нет. Они такие, да, будет прикольно, нужно, но когда дойдет дело до этого, внутри мандраж какой-то, что-то в животе, а что обо мне подумают, а что конкретно написать, а вдруг там вдруг и писать не будут. И поэтому суть обучения состоит в том, чтобы кучу метафор пробить туда, показать, что вот это вот писала, вот ее результаты, дать домашку, все вот это вот сделать, чтобы был результат. Людям не знания нужны, то есть они ко мне приходят, например, не за вот этим, не за знаниями, приходят за результатом, за деньгами. Поэтому... Как выглядит вот этот путь между пришел и получил результат? Как вот ты хочешь научиться играть на гитаре, как выглядит путь? Ты просто, тебе говоришь, поставь палец сюда, дергай струну,
получается коряво, делаешь, может, ты и не виртуоз, но базовые вещи умеешь сыграть. Пишешь, одно, второе, смотришь, а вот здесь больше смайликов, и у меня начинает лучше получаться. Смотришь, а я здесь аудиосообщение отправила, потому что у меня голос такой, он мне просто нравится лучше. Смотришь, а вот здесь вот я продаю через номер телефона, когда мне люди пишут постоянно, сколько стоит, а я им не отвечаю, я им говорю, оставьте номер телефона, давайте лучше созвонимся, потому что вокруг перманента столько мифов, вы сейчас не ко мне, так к другому мастеру пойдете, еще там что, просто пообщаемся по телефону. Я принципиально никому ничего не говорю, пока вот человек номер телефона не оставит. И у меня так продается лучше. И вот так вот ты пробуешь, находишь именно свой ключик. Так же, как и на гитаре, так же, как и опыт. Вот, и после того, как у меня состоялся диалог, сколько-то из этих, который состоялся диалог, у меня условно купило. Предположим, там из 10 у меня 1 человек купил. И вот я понимаю, что такое воронка продаж. 1000 увидела, 1 в итоге всегда купит. Вот если я вижу такое, то я трачу в рекламу деньги, не боюсь тратить, потому что знаю, что я потрачу на 1000 показов рекламного объявления, у меня по-любому 1 купит. А дальше я уже знаю, как ему допродать 2-ю, 3-ю зону. Что нужно сделать? У каждого есть воронка продаж. Даже если люди говорят, у меня нет воронки, у меня все приходят по сарафану и не запускаю рекламу, у тебя есть воронка, просто она воронка через сарафан. Мы всегда идем через нижние этапы. Мы не чиним верхний этап, мы чиним вот здесь вот нижний. То есть если 10 человек написало ко мне, здравствуйте, сколько стоит, и 0 купила, мне нету смысла, вот здесь. Или даже если 1 купил, мне нужно изучать продажи. Продажа, 5-шаговая система продаж, открыть сделку, выявить потребность, спросить, что ты хочешь, сделать презентацию, обработать возражения, закрыть сделку. Вот эти вот 5 шагов, которые кто-то там из них делает 7-10 шагов, но вообще во всей классической литературе. Если взять все продажи, все книжки по продажам, которые есть на русском языке, за исключением там редких, кто прям очень крутые, то все продажи делятся на 3 вида. Первая — 5-шаговая система продаж, и все, что из нее вытекает. Это вот открыть сделку, выявить потребность, вот это все. Второе — это 2-шаговая система продаж. Это означает, что я не продаю перманентный макияж. Вот здесь вот на вот этом этапе, когда меня спрашивают, сколько стоит, я ни в коем случае никогда не продаю перманент, я продаю следующий 2-й шаг. Я изо всех сил делаю презентацию 2-го шага такой, чтобы невозможно было не купить. Например, отрисовка эскиза, да? То есть вот я продаю здесь консультацию. Я говорю, просто вот приедь, я тебе такси бизнес-класса вызову, я тебе нарисую все 3 зоны, сделаю мейкап, подарю еще карандаш, дам, значит, уходовый какой-то там набор, вот этот гайд по цветотипу, чисто под тебя, как бы ты могла. Ну, предложение, от которого невозможно отказаться и бесплатно. Я приезжаю, мне все это делают, мне все там отрисовывают, все это, я такая, ну ладно, хорошо, денег нет. Ты говоришь, давай в рассрочку. На месте уже начинаешь продавать. То есть 2-шаговая продажа. И 3-я — это вот американская школа, так называемая вин-вин продажи, когда выиграл-выиграл. Мы их используем, когда допродаем 2-ю зону. То есть когда вот я учу продавать жестко, чтобы вы понимали. То есть да. Так, жестко это как? Жестко это значит, пока человек не переступил порог твоего кабинета, он не твой клиент, он просто пыль, он вот воздух. Мне вообще абсолютно... И я продаю жестко, это означает, что жестко. Это вот я прям вот не так, что спасибо, я подумаю, ну ладно, думайте. Это прям вот додавливание, система дожимов. Это ну что, только не вот так вот, не назойливо, не навязчиво, а настойчиво. Это 2 большие разницы. Настойчиво, потому что я знаю, что перманентно несет непоправимую пользу. Нет ни одной причины не сделать перманент, и я продаю жестко. И когда у меня, значит, вот немножечко заигрываются с этой жесткостью, вот до продажи, то человек приходит на 2-ю зону, то есть он пришел на брови. Вот здесь вот 2-ю зону ни в коем случае нельзя продавать жестко, потому что когда человек лежит на кушетке, он беззащитен, у тебя машинка, ты ему там, ну что, может быть, губки, он боится, он чувствует давление. И мы вот здесь вот используем вин-вин, новую школу продаж, когда если я вижу, что оно тебе поможет, я как-то подберу слова, чтобы мы оба были в выигрыше. Если тебе вообще не нужен здесь 2-я зона, я ее не буду продавать. Люди это чувствуют, потому что моя задача, когда человек приходит на перманентный макияж, бизнес только начинается. Все только начинается.
То есть все, что было до, мне кажется, это прям уже было большой достаточно этап. И позиционирование, целевая Не, аудитория, тест не, гипотезы, нет, таргетолог, вот эти вот файлики. Мне кажется, что это это, вот так вот, это мелочь. вот так. Что там дальше? Вся фишка начинается, когда он переступает порог твоего кабинета. Наша задача допродать вторую зону, наша задача запустить сарафанное радио, и наша задача сделать так, чтобы клиент вернулся через год. Выглядит как внедрение какого-то агента под прикрытием. Типа того. Предположим, что я сегодня взяла 10 клиентов, каждому из них допродала и вторую, и третью зону. Это я просто умножила на 3. Вот человек, идеальная самая картина. Пришло 10 клиентов, я их умножила на 3, потому что у меня здесь есть брови, есть губы, и есть межресничка. Плюс из этих 10 клиентов каждый из них запустил сарафанное радио, и каждый из них привел еще по одному клиенту. То есть это еще 10 клиентов. Плюс эти все 20 теперь клиентов на 3 зоны, они еще вернулись через год. 20 клиентов на 3 зоны это 60. И вот, грубо говоря, когда я точно знаю, что у меня точно купят все 3 зоны, точно запустят сарафан и точно вернутся через год, даже несмотря на то, что я поднимаю цену, мне не нужна погоня за новыми клиентами. Мне просто, я знаю, что у меня и так записи. Я сегодня сделала работу и сделаю ее качественно. Все, это означает, я просто начинаю расти как дрожжи. Это вот именно техника рычага, правильный маркетинг. Здесь эффективная воздействующая коммуникация, то есть навык общения. Не просто там человек пришел, я поулыбалась, а прям действительно воздействующая коммуникация. Нету такого, что я просто как муж, как дети. У меня каждая фраза отточена. У меня мое настроение, мое состояние под контролем. Я знаю, что я говорю, я знаю, для чего я говорю. Я каждый раз экспериментирую, под каждого подбираю свои метафоры. Кому-то нужно с точки зрения логики зайти, кому-то с точки зрения эмоций, кому-то расписать примеры, где-то юмор, где-то шуточку. Я понимаю, что это моя работа. Что когда клиент ко мне пришел, работа только началась. И я не буду делать эту огромную работу. Выходить из зоны комфорта, если я получаю за это копейки. То есть вот если сколько я сейчас зарабатываю, я чувствую, что меня это не устраивает, это вот называют выгоранием. Вот знаешь, у меня к предыдущему рисунку такой вопрос. Конечно, схема выглядит идеально, что пришло 10 клиентов, где-то мы как-то нашли этих 10, и сразу все 3 зоны они купили, и еще по одному привели. Такая супер идеалистичная система, на которую я уверена, что сейчас там многие мастера, сидящие у экрана, скажут, да где же мне сделать так, чтобы оно так и было. Там максимум делают одну, за второй не возвращаются или там никому не рекомендуют. Ну, через год придет, скорее всего, если все понравилось. То есть мне кажется, чтобы клиент пришел... Не придет. Не придет? Если ты не делаешь всю... Ну, смотря какая целевая аудитория, если до 35 лет, вот, то там 20, например, через год не придет. Она просто найдет того, кто ярче, тот, кто более выделяется. То есть может поменять мастера. Да, те, которые там в Одноклассниках, вот клиенты, да, там 40-50, они придут через год, они не поменяют мастера. Но опять же, чтобы человек пришел, извини, что я перебил, недостаточно просто через год сказать или просто сидеть и ждать, когда она через год придет. Такая стратегия паразита. Ну хорошо, я вот подумала, что это проще всего, оказалось, что нет. Ну, сложнее всего. Да, сложнее всего даже так. Вот сидит мастер и думает, ну как мне прийти к этим цифрам, чтобы у меня 10 текущих клиентов дало 10 новых, и чтобы они еще и все по 3 эти зоны сделали. Ну, наверняка, конечно, не все сделают 3, кто-то сделает 2, например, а кто-то, может быть, и скажет, что мне там бровей, допустим, достаточно. Но вот как прийти к этой системе? Она вот для тех, у кого проблемы на данный момент с клиентами, заказами, для них это очень острый вопрос. Эта система работает, есть много кейсов, но, скажем так, всегда можно сказать, что этот кейс притянут за уши, потому что, несмотря на то, что девочка в видеоотзыве говорит, я делаю по Диминой системе, у меня 8 из 10 возвращаются, всегда можно сказать, ну это просто вот она такая харизматичная. Поэтому мне нравится суперский кейс Валентина, значит, с Барселоны. Там, тем более, что это другая страна, да, там мы сейчас не будем этого касаться.
У нее 2 салона, 28 мастеров. 28 мастеров разного телосложения, худая, толстая, блондинка, брюнетка, разного темперамента, с разным уровнем коммуникации. И 28 мастеров делают план. 10 человек к ним приходят на отрисовку эскиза, то есть Валентина генерирует входящий поток. 10 человек пришло просто, чтобы они отрисовали эскиз. Мастер закрывает 85%, то есть 8,5 человек из тех, кто пришел на эскиз, покупают процедуру. Из тех, кто купил процедуру, 64% покупают вторую зону. Это когда мы говорим на выборке 28 мастеров, это уже не про темперамент, не про характер, не по уровню энергии. Сегодня я всем допродаю. Это про систему, это про регламент, про четкое понятие действий, про весь выстроенный маркетинг, про сервис, про точки контакта, где я работаю, как от меня пахнет, как я говорю, где там какая у меня есть чай, кофе. Каждая мелочь, которая бы мелочь, она превращается в систему, которая работает. Как им сделать? Выходить из зоны комфорта и делать так, как, не делают остальные. Очень большой блок в плане сервиса. В плане сервиса это вот просто, смотри, блок позиционирования, как делать так, чтобы клиенты гонялись за тобой, а не ты за клиентами. Вот я даю 3 месяца. Блок работа с базой, это сервис, прокачка, точки контакта, вот это до продажи, CRM-система, где каждого клиента в нем. 2,5 месяца. Блок продажи 2,5 месяца. Раз в неделю урок, отработка, постоянные практики, 5-шаговые, закрытие возражений. Дорого, я подумаю, все знают, что это классическое возражение, никто даже в гугле не смотрит, как их обрабатывать. Сарафанное радио, все изучено, все, есть 6 пунктов, как работать. Но, кстати, дорого, я подумаю, это аргумент, который почти никто не умеет закрывать. Очень большой пласт работы нужно делать до того, как она сказала «дорого, я подумаю». И даже «дорого, я подумаю» можно закрыть абсолютно нормально. И все зависит от твоей стратегии цены. Например, когда ценник 25 и выше, тут только одно правило – отказываем. То есть «дорого, я подумаю» отшиваем максимально нагло, но прилично. То есть я прекрасно понимаю, что этот ценник не для всех. В любом случае, если что, пишите. Просто знайте, что у меня запись, как правило, на 2 месяца вперед. Не получится такого, что я решила. Для вас дорого, все отлично. Если у тебя ценник 3000 рублей, и тебе говорят «дорого, я подумаю», там совершенно другой подход. Там могу прыгать на шею, хватать за волосы и просто кричать. Очень много. Кричать, купи за эти 3000 рублей. Потому что мне важно, чтобы либо она сейчас только пришла, а там дальше я уже там допродам вторую, третью зону, неважно. Ну, то есть я просто на ней сейчас тренируюсь, у меня ценник 3000 рублей. Нету задачи там имидж какой-то поддерживать, есть задача там просто научиться первому вот этому шагу. И по-разному обрабатываются, есть классические возражения, написаны прям вот. Ну, естественно, если для человека это прям дорого, то нужно просто объяснить, нужно показать рассрочку, нужно это. Вообще нет такой, то есть даже само понятие «дорого» — это неправильно. То есть когда ты дорого, это означает, что да ты охренела и поставила такой вообще высокий прайс, который не стоит. Это правильно? Человек должен сказать: я пока что не могу себе этого позволить. Но вот. Не каждый человек, не каждый клиент, он подумает в таком экологичном ключе, он подумает, что нет, это ты, мастер, что-то тут наворотил. Из-за этого мастера боятся поднимать ценник. Она сидит на жопе ровно, она 5 лет работает, у нее 70 сертификатов за спиной, ценник 5000 рублей, и она не будет его поднимать, потому что она как-то попыталась до 5 поднять, ей дорого. И она это читает: я недостойна этих денег, недостойна. И здесь вопрос в поднятии уверенности. Это тоже через упражнения, тоже через уроки, тоже через окружение, через примеры для моделирования. И, кстати, мы тоже с тобой косвенно затрагивали, но еще не углубились в то, что ты всегда рекомендуешь мастерам поднимать цены, поднимать их регулярно, но за этим всегда стоит очень важный вопрос, что когда я меняю цену, я меняю целевую аудиторию. И чтобы как раз не было вот этого вот эффекта, когда начинают говорить дорого-дорого, когда чуть-чуть приподняла планку. То есть здесь мастер должен понимать, что он меняет все, то есть не только цену, но и свою какую-то подачу, и клиентский сервис, и что, возможно, там часть старой базы он тоже потеряет, там, кто будет не готов к этому финансовому переходу. И здесь, конечно, на мой взгляд, тоже, да, чтобы мастер рос, чтобы у него ценник рос, но есть свои моменты.
Ну, предположим, во-первых, то, что люди говорят дорого, это нормально. Они должны так говорить, тебе должно быть вообще до жопы. Сказала она дорого, это означает, она озвучила свое возражение. Гораздо лучше, ну вот, хуже было, если бы она просто промолчала. Сказала дорого, отлично. Это правильно, я понимаю, что это единственное возражение, что вас останавливает покупкой? Да, правильно. Отлично, давайте с ним работать. То есть это никогда не должно останавливать повышение цены. И вот здесь вот часто начинают, надеюсь, что кто-то будет хейтить в комментариях к видео. Даже так, то есть мы приветствуем хейтеров в комментариях. Однозначно ваш YouTube-канал растет, если будут хейтеры. Они такие послушают сейчас. Вот он учит поднимать ценник 4 раза в год, а если мастер говно, и работа его говно, и значит всю индустрию мы сейчас утопим в говне. Так. Надо же срочно в интернете, кто-то не прав. Там Enter все отправил. Предположим, у мастера 70 сертификатов, он 5 лет в индустрии, он научился делать невероятно крутые работы. Он сервис у него нормальный, но он не поднимает ценник. И как вот здесь? То есть вопрос такой, он же должен следовать там этот, ну а вот здесь вот, как вот, что ему дальше делать? Ему пройти еще 10 сертификатов получить, еще по 35 тысяч рублей за очередное повышение, чтобы поднять на 500 рублей? Нет, здесь вопрос не в этом. Вопрос очень простой. Поднимание цены, ощущение себя. То есть есть ли у нас такие мастера, которые берут 70 тысяч за процедуру? Да, есть. Все. Значит, это может такого стоить, значит, есть люди, которые готовы за это платить. Все, вопрос закрыт. Нет ни одной причины, чтобы я не поднимал ценник. Если я сам считаю нужным, я ни перед кем не должен оправдываться. Я просто говорю, у меня перманент теперь стоит 15 тысяч. Естественно, станет меньше клиентов, если ты всегда делал за 5, а теперь 15. Вырабатывается адреналин, мы начинаем суетиться, делать новые действия, либо старые, которые работали. Или, не дай бог, давать скидки. Нет, скидки это не вписывают. Скидки это нормальная тема, если это часть стратегии. У меня есть маркетинговая стратегия на год. Я вижу, что каждый год летом у меня просест. Предположим, у кого-то наоборот, летом больше клиентов. Ну, предположим. Тогда это часть моей стратегии. Я в течение всего года не делаю скидки, потому что летом я как бы могу себе это позволить. Сказать, что да, вот как бы и со скидок выезжаю, а октябрь-ноябрь у меня опять как бы там наплыв клиентов каких-то. То есть, если мастер предусмотрел это как часть стратегии, скидка — это нормально. Если мастер от какой-то внутренней суеты и страха, что не приходят клиенты, начинает быстро что-то на ходу придумывать, это, наверное, уже... Это тоже имеет место быть. Кто-то на этом живет, кто-то просто в рекламе всем дает скидку, кто-то дает скидку за подписку. Вообще без проблем. Это как часть маркетинга, основанная на демпинге, там, либо на скидках, на вот таких вот клиентов, которые приходят по скидке. Да, но это не мой подход. Ты не сможешь им вот выстроить вот эту вот огромную. Это не те клиенты. Я подразумеваю в моей картине мира, что перманент — это люксовая процедура с высочайшим уровнем ответственности. Это татуировка на лице женщины. Это просто, это отвал жопы. Если ты накосячишь, все, хана. Человек просто, я не знаю, как еще, где больше ответственности. Ни одна там маникюр — это не татуировка на лице женщины, это совершенно разные вещи. Причем маникюр может стоить дороже, чем перманентный макияж. Поэтому за этот уровень ответственности я беру деньги. И люди, которые платят 15, 20, 30, 50 тысяч, 100 тысяч за перманентный макияж, они понимают, что здесь я переплачиваю за то, что как минимум, брови-то мне она точно нормальные сделает. Сервис понятно, все хорошо понятно, но я 100 плачу, так что я зарабатываю 1 000 000. Потому что я хочу себя оценить, что вот она я, которая купила сумку за полмульта там, и у которой лицо только стоит на несколько миллионов. И я не пойду за 5000 рублей. Это вот условно. То есть, когда и вот этой вот люксовой услуги, хочешь, оставайся вот в этом поле 80-90%, где конкуренция идет за скидку, за 5000 рублей. А как же так, я могу повысить ценник, когда у меня работы хуже? Вот у нее я вижу работы лучше, чем у меня, и так стоит дешевле, а я повышу. Это значит нечестно, несправедливо. Клиенты осудят, конкуренты осудят, все меня осудят.
Ну, оставайся в жопе, что я могу сказать. Это не ко мне. Я ращу чемпионов, поэтому я говорю, я далеко не всех беру. 600 заявок в клуб пришло, 200 точно откажу. Просто потому что вижу, что, блин, мне нужны чемпионы, мне нужны те, кто будут просто рвать этот рынок, ставить нормальный ценник, понимать, что это люксовая услуга, которая должна стоить дорого, менять вообще всю эту индустрию. А те, кто хочет просто на пожить, ну вот, там тоже же есть ограничения. Типа, я зарабатываю 200 тысяч. Очень большая травма, почему не зарабатываю больше денег. Вот после анализа, да, я такой чувак, который люблю Так. опросы, Excel-таблички, это там 1000 мастеров, как правило, давай опросить, что и как. Предположим, мой мужик зарабатывает 30 тысяч рублей, а я уже 100, а потом я 150, а потом 200. Как правило, там выход на 150-200, я начинаю больше обрабатывать фотографии, там у меня там, на контенте. И отношения натянутые. Ну, просто становится натянутым. Я его обесцениваю, начинаю подпиливать чего-то, а чего-то, это ж вроде так легко, ты же тоже можешь. Он там как-то. И когда отношения натянуты, мозг понимает, что если будет еще больше денег, мы можем развестись, и я буду несчастливой. И вот между счастьем и деньгами мозг выберет всегда счастье. И это только один из пунктиков внутри, что меня останавливает для роста. И тогда я сколько угодно могу там говорить, давай, поднимай ценник. А она понимает, что вот как бы выгодно не расти, потому что здесь такой конфликт. Таких выгод, чтобы не расти, их очень много. Тоже обрабатываем через косвенные внушения постоянно, каждый день. Ну да, здесь уже такая более глубокая работа, я бы даже сказала, более терапевтичная, потому что все, что касается уже каких-то личных моментов в жизни человека, там действительно может быть много каких-то ограничений, которые не дают расти, не дают повышать стоимость и даже больше зарабатывать, но мне кажется, они такие уже более глубокие. Да, уроки через камеру не очень хорошо воздействуют, если их немного. То есть у меня прямой эфир раз в неделю, вот мы в течение года там раз в неделю постоянно капаем. Но максимально круто и эффективно работает это окружение и примеры для моделирования. Предположим, мы берем тебя сейчас, мастера, который классно делает работу, 5000 рублей за работу, берем в Лос-Анджелес, кидаем тебя в студию, в салон, где перманент стоит 100 тысяч рублей. И мастера по сравнению с тобой посредственные. Ты даже не знаешь языка. И ты там работаешь 3-4 месяца, делая по 100 тысяч рублей. Просто ты вечером выходишь, у тебя полмульта, миллион на кармане. 3-4 месяца. Вот я тебя возвращаю обратно к твоему мужику. Тебе говорят, все, забудь про Америку, у тебя опять там 5000 рублей. Ты уже не будешь прежним. Все, окружение настолько, что ты мужику скажешь, да делай, что хочешь вообще. Иди на завод свой, хоть бухай там, хоть что. Я просто знаю, что может быть по-другому. Поэтому вот это вот окружение, как создать так, жесткие правила в чате. Если кто-то хейтит, то есть у меня, например, хейт Обсиралова тотально запрещено, а люди бывают Обсиралова, я же добра желаю. Я Маскируют, просто так сказать. советую здесь. Вот я бы на твоем месте, и должна прийти жесткая рука справедливости, которая типа, так, что ты там все, до свидос. Тут советую только я. Все, хочешь денег делай, не хочешь не делай. Здесь у нас как бы это не приветствуется. И все понимают сразу. Сначала первый месяц там 2-3 удаляешь, кто не понимает, это абсолютно нормально. Очень большой плюс, когда не нужно казаться белым и пушистым. То есть вот если ты хочешь вот так вот, типа, я вот такой классный, приходите ко мне, это одно. Если ты говоришь, слушайте, я нифига не белый и не пушистый, я там, матом не ругаюсь, но могу как бы жестко сказать. И типа, если хочешь денег, это ко мне. Хочешь нытья какого-то, что тебя погладили по головке, ну это не ко мне, блин, не будем тратить. Мне чужие деньги не нужны, мне не нужно вот это. Поэтому я и не беру за год вперед деньги, и принципиально. Это было бы в 2 раза больше денег, если я просто брал за год вперед. Было бы в 2 раза больше денег, если бы я всех подряд брал. Но именно вот это ценно, когда на покушать уже есть, уже заработал. Но как у тебя сообщество, ты меняешь мир, ты видишь результаты. Это прям греет душу. Жена мной гордится, мама мной гордится, мне приятно. Это самое главное. Это самое главное. И ты знаешь, наверное, уже хочется немножечко зафиналить нашу историю и спросить, а какими мастера выходят после? 100% гарантии нет. По-любому у кого-то не получится, и кто-то там ничего не будет заработать. Как был в жопе, так и останется. Это, то есть нет такого, что
приходите все это. Просто человек становится другим, меняется майндсет. Если ты делаешь домашку, становишься предпринимателем. Ты думаешь по-другому, ты можешь рисковать, у тебя вырабатываются другие гормоны за счет других действий, как-то вот эта вот гормональная система расшатывается. Больше тестостерона, несмотря на то, что это мужской гормон. Женщина, он тоже влияет, потому что на нас через действие меняется внутренняя система, которая по-другому вырабатывает гормоны, ты делаешь уже другие действия. Легче нанимаешь новых людей, легче там этот. Тяжелый вопрос, кем они выходят, на самом деле не выходят. В клубу 2,5 года у меня с первого потока до сих пор не уходят. То есть люди учатся там 2,5 года, им все нравится. Комьюнити, остаются люди в комьюнити. Да. Потому что сила всегда в людях, которые рядом. Да. Кто-то вышел раньше, он понял, что я взяла вот этот блок, мне дальше с тобой не надо, и не нужно тебе платить каждый месяц. И мы со всеми остаемся друзьями, мне это тоже по кайфу. Типа, ушла, правильно сделала, не твое, взяла все, что тебе тут сидеть вообще? Мне чужого не надо, тебе это нафиг не надо. И вот эта вот экологичность, она подкупает, самого себя даже подкупает. Согласна, да. Здорово, когда всегда есть выбор, когда всегда можно идти и делать или остаться сидеть где-нибудь на мягком, теплом, уютном и не расти. Но здесь, конечно, всегда вопрос к человеку, вопрос к мастеру, чего ты хочешь ты добиться какого-то нового результата, ты идешь и делаешь новые действия, ты идешь, учишься, ты меняешь свое окружение. Очень классный, кстати, был пример, да, вот со сменой среды города, да, с Лос-Анджелесом, с тем же самым, что человек, он, когда попадает в новый, он по-старому уже не может. И с инструментами маркетинга, в том числе, если он их попробовал, если он их внедрил, увидел какой-то первый результат, получилось, то по-старому он уже просто совесть не позволит ему делать, потому что будет говорить, ну вот, ты же уже знаешь как, давай, иди и делай. И, наверное, мне кажется, самое сложное — это встать и сделать. Это все сложно, на самом деле. Все сложно. Если бы было просто, все были бы миллионерами. Все, да, сложно, охренеть как сложно. Ну, ты типа либо не делай, оставайся в жопе. Что-то все очень просто. Ну, это, кстати, очень такие правильные слова, что это нелегко, что вообще это ни разу не легко. вообще ни разу не легко, полностью поддерживаю, но при этом все возможно.